Всем добрый день, мои дорогие подписчики! В сегодняшнем ролике мы с вами говорим об атрофии бедра. Атрофия бедра, да, наверное, каждый из вас знает, что это такое. Это фактически потеря мышечной массы в бедре. Атрофия мышцы может наступить в любом месте, да, нашего тела. Но наиболее часто встречаемая это действительно атрофия. Вот здесь вот атрофия бедра. Атрофия может наступить вследствие нескольких причин. Наиболее популярные причины – это травма нижних конечностей, операция, опять же, на ноги, либо также может быть следствием нейрозаболевания, какого-либо нейрозаболевания. Например, такое заболевание, как рассеянный склероз, оно может вызвать атрофию мышц в какой-либо части нашего тела, в том числе атрофию мышц бедра с одной стороны, либо с двух сторон. В сегодняшнем ролике, конечно же, в конце этого ролика я вам покажу все основные упражнения, которые существуют, которые нужно делать, то есть все основные мышечные группы, которые нужно укреплять, мы сейчас сделаем с вами буквально через 2-3 минутки. Поэтому, если вы хотите попрактиковать упражнения вместе со мной, подготовьте эластичную ленту, пока я здесь вот несколько минут еще болтаю. В этом ролике, наверное, самое главное, то, что я хотела бы сказать, это ошибка, которую я наблюдаю среди пациентов, среди людей, да, которые восстанавливают мышцу при атрофии. Четырехглавая мышца бедра, еще ее называют прямая мышца бедра. То есть это все одна и та же мышца, которая крепится у нас на уровне таза, спускается по передней поверхности бедра и крепится под коленом. Мышца двухсуставная. Два основных движения, которые она делает, это подъем ноги вверх и разгибание колена. Да, самая частая ошибка, которую я встречаю, это то, что человек, пациент, восстанавливая атрофию бедра, как правило, делает упражнения только на четырехглавую мышцу бедра. То есть смотрите, что происходит. Пациент смотрит на себя в зеркало, да, и видит, что как бы с одной стороны зачастую атрофия бедра, она видна визуально. То есть вы смотрите на себя в зеркало, и нога, она становится тоньше, чем вторая нога. Либо также мы можем, вот так трогаем с одной стороны, да, где здоровая нога, и там как бы мышца чувствуется такая плотная, сильная, да, а с другой стороны трогаем вот здесь вот мышцу, и рука проваливается, то есть как вата, то есть как вот чего-то не хватает, да, как я не знаю даже как объяснить, как облако, как вата, мягкая. То есть когда человек смотрит, да, пациент смотрит, ага, у меня атрофия бедра, значит мне нужно делать упражнения на четырехглавую мышцу бедра. И начинает делать вот упражнения только, ищет упражнения, да, какие-то, и делает только упражнения на ее укрепление. Это ошибка. Я вам скажу, что 90-95% всех случаев при атрофии бедра у вас атрофируется не только четырехглавая мышца бедра, у вас атрофируются все мышцы вашего бедра. Просто вы видите, что у вас атрофировалось спереди, но на самом деле у вас идет атрофия и отводящих мышц бедра, и приводящих мышц бедра, и ягодичных мышц. То есть все вот эти мышцы, которые окружают наш сустав, они атрофируются. Поэтому вот не совершайте вот эту ошибку, не делайте упражнения только на четырехглавую. Делайте упражнения в комплексе на всю вашу ногу. Я вам покажу все основные движения в нашем бедре. Соответственно, каждое движение совершает определенная группа мышц. Соответственно, чтобы их укреплять, вам нужно делать движения в этом направлении. Я немного развернула камеру, да, надеюсь, что более или менее ноги мои будет видно. Итак, смотрите, наше бедро, атрофия бедра. Какие движения совершает наше бедро?
подъем ноги вверх, то есть сгибание бедра, 1, отведение ноги в сторону, отводящие мышцы бедра, это 2, приведение ноги вовнутрь, это 3, отведение ноги назад, наши ягодичные мышцы, это 4, разворот ноги вовнутрь, то есть движение происходит за счет вращательных мышц нашего бедра, это 5, и разворот ноги к наружу, это 6. То есть фактически при атрофии бедра вам нужно выполнять минимум 6 упражнений на каждую мышечную группу. Упражнения, они всегда повторяют движение, которое совершает сустав в данном направлении. Соответственно, чтобы укрепить сгибательную мышцу нашего бедра, вы делаете упражнение подъем ноги вверх с задержкой положения на 5 секунд. Да? Это мы укрепляем подвздошно-поясничную, сгибательную мышцу бедра. Чтобы укрепить отводящие мышцы, мы делаем, тянем эластичную ленту, держим 5 секунд, возвращаемся. Чтобы укрепить внутренние приводящие мышцы, делаем обратное движение, эластичную ленту крепим где-нибудь к ножке стола. Получается 1, 2, уже 3 упражнения. Далее вы разворачиваете, я стою на эластичной ленте. Делаем упражнение назад. Укрепляются наши ягодичные мышцы. Можете делать на четвереньках, можете делать стоя, можете делать держаться за стул. Да, неважно. То есть ваша нога должна совершать эти движения. И дальше у нас остаются 2 мышечные группы, да, кто следил. 1 мы сделали, 2 мы сделали, 3 мы сделали, 4 мы сделали, 5-6 на отводящие вращательные мышцы бедра мы делаем упражнение на спине, вы помещаете эластичную ленту вот здесь вот чуть-чуть выше бедер и делаете разворот, лежа на спине, да, такая как бабочка, лягушка, не знаю, как хотите назовите. 1, 2, 3, 4, 5 и возвращаемся, лежа на спине, либо сидя. И 6-е упражнение, вы берете резиновый мяч, помещаете его между колен, вот здесь вот чуть-чуть выше, и зажимаете мяч между колен. Это будет 6-е упражнение. Еще также можете добавить замечательное упражнение разгибание колена с эластичной лентой. Вот там будет точно работать четырехглавая мышца бедра. Вот эти все упражнения, вот эти все движения вам нужно делать в комплексе, чтобы бороться с атрофией вашего бедра. Все, надеюсь, комплекс будет полезен. Пишите в комментариях отзывы, да, какие упражнения, может быть, вы делаете. Все, прощаюсь с вами. Всем до следующих роликов. Всем пока-пока.